Добрый вечер, дорогие мои. Скажите, бывало ли у вас такое? Вы проснулись среди ночи, все спокойно, темно, рядом любимая подушка, а сердце вдруг бух-бух-бух-бух, как будто вы пробежали марафон. Никакого кошмара, никакого звука, а оно колотится, как барабан. Вам знакомо это чувство? Я знаю, многим из вас это хорошо известно, и если вы сейчас кивнули, вы не одни. Все больше пожилых людей жалуются на то, что ночью вдруг просыпаются с учащенным сердцебиением, с тревогой, с ощущением, будто что-то не так, а утром все вроде нормально. Так что это? Почему так происходит? Опасно ли это? И что можно сделать, чтобы спать спокойно? Сегодня мы поговорим с вами именно об этом. Тихо, спокойно, без лишней медицинской терминологии. Как будто мы сидим с вами на кухне, за чашкой теплого чая с медом. Я расскажу, почему это может происходить, что значит учащенное сердцебиение во сне, какие бывают причины, от самых простых до тех, с которыми стоит обратиться к врачу. И главное, как с этим справляться. Потому что жить с тревогой не вариант, а спать надо спокойно. Итак, давайте начнем с самого начала. Вы ведь знаете, что с возрастом наше тело меняется. Это нормально. Кожа становится тоньше, мышцы слабее, а вот сердце, оно ведь работает круглосуточно. Ни выходных, ни отпусков. И с годами ему становится чуть тяжелее справляться со своей задачей. Иногда, чтобы напомнить о себе, оно посылает нам сигналы, вроде того самого ночного сердцебиения. Но не всегда это сердце виновато. Давайте посмотрим, какие причины могут быть самыми простыми, житейскими. Вот вы когда в последний раз пили кофе после обеда, или, может, съели шоколадку перед сном. Да-да, даже такая мелочь может подбросить вашему сердцу лишнюю работу. Кофеин, как и сахар, стимулирует нервную систему. А у пожилого организма она может быть чуть более чувствительной. В итоге вы вроде спите, но внутри все еще работает двигатель. Еще один пример. Вы смотрели перед сном новости, особенно тревожные или тяжелые, или, может быть, поругались с кем-то по телефону. Все это стресс. Даже если вы не чувствуете себя особо взволнованным, ваше тело может среагировать по-своему. Во сне организм расслабляется, и именно тогда выходит наружу все напряжение дня в виде тревоги, учащенного пульса, холодного пота. Кстати, важный вопрос. Как вы дышите ночью? Некоторые пожилые люди страдают от так называемого апноэ сна. Это когда дыхание во сне внезапно прерывается, мозг ощущает нехватку кислорода и раздает тревогу. Сердце начинает биться чаще. Человек просыпается в панике, не понимая, что происходит. А причина в дыхании. А теперь представьте еще одну ситуацию. Вы легли спать, но в комнате жарко. Или наоборот холодно. Температура тела ночью меняется, и любая внешняя нестабильность может спровоцировать дискомфорт. А дискомфорт – это сигнал мозгу «проснись, что-то не так». И опять же, сердце, как солдат, подает тревожный сигнал. И вот мы подходим к первому важному выводу. Не всегда учащенное сердцебиение – это болезнь. Очень часто это реакция на повседневные, вполне бытовые вещи. Еду, эмоции, дыхание, температуру в комнате. Что с этим делать? Прежде всего, наблюдать. Да, именно так. Записывайте, когда это происходит, ведите маленький дневничок. Например, понедельник. Лег спать в 22:30, в 2:15 проснулся от сердцебиения. Ел шоколад вечером. Был разговор с дочерью. Немного расстроился. И уже через неделю вы начнете видеть закономерности. А это первый шаг к решению проблемы. И еще один совет. Очень простой, но действенный. Перед сном создайте себе ритуал. Как в детстве. Спокойная музыка, теплый свет, немного теплой воды или травяного чая, никакого телевизора, никаких новостей. Пусть тело и ум поймут. Сейчас время отдыхать. И последнее на сегодня. Не бойтесь. Когда сердце начинает биться чаще, особенно ночью, это страшно. Я понимаю.
Но страх только усиливает тревогу, а тревога учащает пульс. Это замкнутый круг. Вместо того, чтобы паниковать, дышите глубоко. Положите руку на грудь, скажите себе «Я в безопасности, мое сердце работает, я справлюсь». Вот так, шаг за шагом, мы начнем разбираться с этой темой. Потому что здоровый сон – это не роскошь, это основа долголетия. А завтра мы с вами заглянем немного глубже. Потому что если простые причины исключены, надо посмотреть, что происходит внутри нас. Но об этом чуть позже. Отдохните, сделайте себе чашку душистого чая, а я вернусь совсем скоро, и мы продолжим. Ну что ж, мои хорошие, продолжаем нашу беседу. Вы, надеюсь, уже сделали себе теплый чай. А может быть, надели уютный плед на плечи. Отлично! Сегодня вечером мы с вами продолжим разбираться, почему сердце иногда начинает колотиться во сне. И на этот раз поговорим о причинах, которые живут внутри нас, в самом теле. Иногда дело не в шоколадке на ночь или не в плохих новостях. Иногда организм шепчет: «Посмотри внимательнее». Что-то внутри нуждается во внимании. Знаете, как это бывает? Вроде бы все нормально, давление в порядке, вы принимаете лекарства, не жалуетесь. А сердце все равно как будто шалит. То учащается, то пропускает удары. Особенно ночью, когда все должно быть спокойно. И вот вы лежите в тишине, а сердце будто разговаривает с вами. Знакомо? Давайте подумаем, почему так может быть. Начнем с самого простого, с уровня сахара в крови. У пожилых людей он может прыгать, особенно если вы не поужинали вовремя или, наоборот, съели что-то слишком сладкое. Когда уровень сахара резко падает ночью, организм воспринимает это как угрозу. «Эй, проснись, нам не хватает энергии!» И начинается выброс адреналина. А с ним и сердцебиение. И вот вы уже проснулись, сердце стучит, ладони чуть влажные, тревога. А все из-за сахара. Именно поэтому так важно следить за вечерним питанием. Ужин должен быть легким, но питательным. Например, овощной суп, немного гречки, кусочек рыбы или яйца. Без сладкого на ночь, ни булочек, ни конфет. Организм в этот момент должен готовиться ко сну, а не переваривать сахарную атаку. Теперь пойдем дальше. Щитовидная железа. Такая маленькая, но важная. Она регулирует многие процессы в теле, в том числе ритм сердца. У пожилых людей щитовидка может либо замедлять работу, гипотиреоз, либо наоборот, чрезмерно ускорять гипертиреоз. Второй случай – как раз тот, при котором вы можете ощущать сердцебиение ночью, даже если днем все спокойно. И что самое интересное, вы можете даже не знать об этом. Иногда нет никаких явных симптомов, кроме ночной тревоги и этого бум-бум в груди. Поэтому, если вас это беспокоит, попросите у врача проверить гормоны щитовидной железы. Это просто, но очень важно. А как насчет давления? Вы знаете, что не только высокое, но и низкое давление может вызывать сердцебиение. Когда давление падает слишком сильно во сне, организм опять же воспринимает это как тревогу. Не хватает кислорода. Нужно что-то делать. И запускает экстренный механизм. Сердце начинает биться быстрее, чтобы компенсировать нехватку. В таких случаях важно следить за показателями. Даже если вы не гипертоник, хорошо бы иметь дома простой тонометр. Иногда достаточно скорректировать дозу лекарства или чуть изменить образ жизни, чтобы избавиться от ночных перепадов давления. И, наконец, анемия. Казалось бы, просто низкий уровень гемоглобина. Но ведь гемоглобин переносит кислород. А если его не хватает? Сердце должно работать активнее, чтобы доставить кислород туда, где он нужен. И вот опять, ночью, в покое, оно не отдыхает, а трудится вдвойне. Как понять, что у вас анемия? Часто по утомляемости, головокружениям, бледности кожи. Но самый верный способ – простой анализ крови. Поверьте, лучше знать и решать, чем гадать и переживать каждую ночь. Вы, возможно, сейчас подумали: «Ой, столько всего, неужели все это у меня?»
Не пугайтесь, мы ведь с вами не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы понимать свое тело. Оно не враг, оно то друг, просто иногда не умеет говорить словами. Оно говорит сердцебиением, тревогой, влажными ладонями. И наша задача — услышать, понять, поддержать. Поэтому, если учащенное сердцебиение стало постоянным спутником ваших ночей, не откладывайте визит к врачу. Попросите простые анализы, уровень сахара, гормоны щитовидной железы, давление, гемоглобин. Это несложно. Но это ключ к спокойствию. И знаете, что еще важно? Не стесняться. Многие пожилые люди думают: да это возраст, что я буду жаловаться. Нет, возраст — это не повод молчать. Это повод заботиться о себе с особой нежностью. Вот так, шаг за шагом, мы с вами подходим ближе к пониманию своего тела. Но есть еще одна важная часть. Иногда все в организме в порядке, но сердце все равно тревожит нас ночью. Что тогда? Об этом мы поговорим уже очень скоро. Потому что тело — это только половина истории. Вторая половина в нашем внутреннем мире. И он, поверьте, влияет на сердце не меньше, чем анализы. А пока обнимите себя, скажите себе: я заслуживаю покоя. Я учусь слушать себя. И я с этим справлюсь. До скорой встречи, мои дорогие. Очень скоро продолжим наш путь к спокойному сердцу и глубокому сну. Дорогие мои, вы уже знаете, как важно понимать свое тело. Мы говорили с вами о сахарах, щитовидке, давлении и анемии. Все это – важные кирпичики в здоровье сердца. Но знаете, что бывает самым коварным? То, чего не видно на анализах. То, что нельзя потрогать, измерить градусником или тонометром. Это наш внутренний мир. Мысли, эмоции, переживания. И именно они часто становятся теми самыми невидимыми ниточками, что дергают сердце, особенно ночью. Вспомните, когда вы в последний раз ложились спать с тяжелым сердцем. Может, вспоминали что-то из прошлого, переживали за детей или внуков. Может быть, волновались, как оплатить лекарства или кто вам поможет с покупками. Вот и ответ. Ночью, когда все вокруг замирает, когда нет дел, нет телевизора, нет отвлечений, мы остаемся один на один с собой. И все, что днем мы отложили на потом, возвращается. Как будто тишина усиливает мысли, особенно тревожные. Психологи называют это ночной перегрузкой. Но вы и без названий чувствуете. Лежишь, темно, а в голове буря, и сердце сразу чувствует эту бурю. Начинает стучать чаще, глубже, громче, как будто говорит: ты не в порядке, ты тревожишься. А почему мы тревожимся? Потому что с возрастом, дорогие мои, мы становимся более чувствительными. Нет, не слабыми. Именно чувствительными. Мы острее переживаем одиночество, сильнее вспоминаем утраты, больше думаем о будущем, своем и своих близких. И это нормально. Вы слышите? Нормально. Переживать, волноваться, грустить – это часть жизни. Но важно, чтобы эти эмоции не захватывали нас полностью, особенно ночью, потому что именно в это время тело должно отдыхать, а не бороться с тревогами. Так что же делать? Во-первых, говорите. Не держите все в себе. Найдите человека, с кем можно поделиться. Подругу, соседа, внука, психолога или даже бумагу. Да-да! Записывайте свои мысли перед сном. Просто берите блокнот и пишите все, что крутится в голове. Даже если это кажется глупым или нелепым. Когда вы выносите мысли на бумагу, мозг получает сигнал: «Я услышан, можно спать». Во-вторых, создайте себе вечерний островок покоя. Это может быть 10 минут тишины с молитвой, или любимая музыка, или просмотр старых фото с теплыми воспоминаниями. Главное, чтобы вы завершали день не тревогой, а благодарностью, пусть даже за самые простые вещи. Сегодня я сам приготовил ужин. Сегодня я улыбнулся прохожему. Сегодня не болела спина.
Это может показаться мелочью, но именно такие мелочи создают внутренний покой. А покой – лучшее лекарство для сердца. Есть еще одна важная вещь – простите себя. Вы слышите? Простите. За ошибки. За то, что не получилось. За то, что не так сказали. Столько лет уже прошло. Хватит носить это в себе, потому что каждая обида, каждый груз в душе давит на сердце. Буквально. Я видела пожилых людей, у которых все анализы отличные. Но сердце все равно беспокоится, потому что внутри тяжесть, грусть, одиночество. И именно это главный источник ночных пробуждений. Поэтому если ваше сердце стучит по ночам, задумайтесь, о чем я думаю, когда закрываю глаза. Может, пришло время сказать себе: «Я сделал все, что мог. Я имею право отдыхать. Мое сердце заслуживает тишины». Дыхание-то еще один помощник. Простое, глубокое, вдох, медленно через нос, выдох, длинный через рот. С каждым выдохом отпускайте напряжение. Прямо скажите: «Я отпускаю тревогу. Я спокоен. Я здесь. Сейчас». Вы не одиноки. Ваше сердце просто говорит с вами. Оно не кричит. Оно просит: «Услышь меня. Позаботься обо мне. Дай мне отдых». А завтра мы с вами поговорим о том, как помочь сердцу не только словами и тишиной, но и реальными действиями. Движением, режимом и простыми привычками, которые действительно творят чудеса. А пока пожелайте себе доброй ночи. Даже если сейчас день, скажите себе, что спокойствие возможно, что вы движетесь вперед, что вы заслуживаете ночей без тревог. До встречи, мои дорогие. Я рядом, и мы с вами обязательно справимся. Доброго времени суток, мои родные. Как вы сегодня? Я надеюсь, что после нашей вчерашней беседы вы уже начали чуть иначе смотреть на свое сердце, слушать его, не бояться его сигналов, а понимать, что это приглашение к заботе. Сегодня я хочу поговорить с вами о действиях. Да, именно о тех простых человеческих шагах, которые каждый из нас может сделать, чтобы помочь своему сердцу быть спокойнее. Особенно ночью. Начнем с самого неожиданного. С движения. Казалось бы, при чем тут физическая активность, если проблема возникает ночью? А вот при чем. Сердце-то это мышца. Оно любит движение. Оно дышит, когда мы двигаемся. И если днем вы почти все время сидите или лежите, то к вечеру ваше тело будто замирает. И ночью взрывается накопленным напряжением. Простая прогулка после ужина – чудо. Даже если это 10-15 минут у дома, медленно, в удобной обуви. Можно с палочкой, можно с внуком за руку. Главное – не спешить, не смотреть на шаги, а дышать, ощущать воздух, смотреть на небо, деревья. Пусть ваше тело почувствует: день завершен, я двигаюсь, я живу. А что насчет дыхания в течение дня? Как вы дышите? Поверхностно? Быстро? Тогда неудивительно, что ночью ваше сердце тревожится. Начните утро с пары глубоких вдохов. Днем, когда готовите, читаете, отдыхаете, делайте осознанные вдохи и длинные выдохи. Это тренирует нервную систему, помогает ей вечером не включаться резко. Теперь о режиме. У пожилых людей очень часто сбивается естественный ритм дня. То ложимся поздно, то встаем рано, то дремлем днем и потом не можем уснуть ночью. А наше сердце, как часы, любит стабильность. Оно бьется ритмично, когда все вокруг ритмично. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Даже если не спится, просто полежите в темноте. Мозг привыкнет. Перед сном никакой суеты. Выключите телевизор хотя бы за час до сна. Особенно если новости или тревожные передачи. Пусть ваше сознание перестроится. Примите теплый душ, послушайте спокойную музыку, откройте окно. Свежий воздух помогает телу почувствовать безопасность. И, конечно же, еда. Ужин должен быть легким. Никакой жирной,
жареной тяжелой пищи после 18-19 часов. Это нагружает желудок, а желудок напрягает сердце. Лучше отварные овощи, легкий суп, немного рыбы и обязательно стакан воды за час до сна. Обезвоживание – один из скрытых врагов сердца. Ночью, когда организм теряет влагу, сердце работает тяжелее. Но и не пейте прямо перед сном, чтобы не просыпаться в туалет. Вот еще важная привычка – наблюдение. Я уже говорила об этом, но повторю. Записывайте, когда учащенное сердцебиение появляется. Что вы ели? О чем думали? Какой был день? Это дает подсказки. Иногда мы сами не замечаем, как создаем условия для тревожной ночи. А дневник, как зеркало, показывает нам истину. А вы знаете про магний? Этот минерал очень важен для сердца и нервной системы. С возрастом он усваивается хуже. А ведь именно магний помогает мышцам, в том числе сердцу, расслабляться. Он есть в гречке, бананах, зелени, миндале. А иногда врач может порекомендовать легкие добавки. Но сначала спросите специалиста, не пейте ничего на всякий случай. И, наконец, простое упражнение. Каждый вечер, лежа в кровати, положите руки на грудь. Почувствуйте биение. Скажите себе: «Мое сердце со мной. Я благодарен ему. Оно работало весь день. А сейчас пора отдыхать». Это не мистика. Это внимание. И внимание творит чудеса. Когда вы любите свое сердце, оно отвечает взаимностью. Вы заметили, что все, о чем мы говорим, несложно. Никаких дорогих лекарств, никаких волшебных процедур, просто движение, дыхание, вода, режим, тишина и, конечно, уважение к себе. Это не приходит сразу. Это как посадить сад, каждый день по чуть-чуть. А через месяц – цветы, через год – плоды. И если вы думаете, мне уже поздно что-то менять, нет. Пока вы живы, пока сердце бьется, оно ждет вашей заботы. Неважно, сколько вам лет, важно, с каким вниманием вы относитесь к себе. В следующей нашей беседе мы завершим эту важную тему. Я расскажу, как объединить все, о чем мы говорили, в простой путь к здоровому сну, к тихому сердцу, к радости жить без страха. А пока просто вдохните глубоко и улыбнитесь, вы уже на правильном пути. Ну что ж, мои дорогие, вот мы и подошли к завершению нашего теплого душевного разговора. И если вы сейчас со мной, значит, вы не просто интересовались темой, вы действительно хотите лучше понять себя, свое сердце, свою жизнь. А я хочу сказать вам, я горжусь вами, потому что вы выбрали не бояться, а разбираться, не терпеть молча, а действовать, а это уже половина пути к спокойствию. Мы с вами прошли большой путь за эти дни. От простых бытовых причин, как шоколад на ночь или жаркая комната, до глубинных вопросов, гормонов, давления, дыхания. Мы заглянули в эмоции, в тревоги, в прошлое. Мы говорили о прогулках, дыхании, режиме, еде. И знаете, что объединяет все это? Любовь к себе. Да, питание искрия, не равнодушие, не привычка терпеть, а нежная, терпеливая забота о себе. Это главный ключ к тому, чтобы ночью, когда все вокруг замирает, ваше сердце не било тревогу, а пело колыбельную. Вы, наверное, скажете, это все красиво звучит, но ведь не все сразу. И вы будете правы. Ничего не происходит по щелчку, особенно в возрасте. Но ведь мы с вами знаем, самое вкусное варенье варится долго. Самый красивый сад растет годами. Так и здоровье, так и тишина в груди. Давайте еще раз, не спеша, вспомним. Если вы просыпаетесь от сердцебиения, не паникуйте, сядьте. Сделайте несколько глубоких вдохов. Положите руку на грудь. Скажите себе: это пройдет, я справлюсь. Проверьте, не переели ли вы вечером, не смотрели ли тревожные передачи, не пили ли кофе. Маленькие привычки создают большие волны. Поговорите с врачом о сахаре, щитовидке, давлении, анемии. Пусть это станет рутиной, как стрижка ногтей.
Это не слабость, это зрелая ответственность. Посмотрите вглубь, какие мысли приходят к вам ночью. Может быть, пора отпустить обиды, простить себя, сказать вслух то, что давно лежит на сердце. И не забывайте про движение, прогулки, дыхание, режим. Все это как музыка для сердца. Ритм, повторение, гармония. Знаете, одна женщина, которой было 82 года, однажды сказала мне: «Я думала, что все уже позади, что тело стареет, а душа устает. А потом я просто начала пить воду утром, ходить медленно после обеда и не читать новости вечером. И вдруг стало легче, спокойнее, тихо внутри. Я не ожидала, а это оказалось возможно». И вы можете так же. Вам не нужно становиться супергероем, не нужно менять все сразу. Начните с малого, с кружки воды утром, с выключенного телевизора за час до сна, с улыбки себе в зеркало. И каждый вечер ложитесь не с тревогой, а с надеждой. Положите руку на сердце, почувствуйте, как оно бьется столько лет, каждый день, без перерыва. Это ведь чудо, правда? А чудо заслуживает благодарности. Скажите ему: «Спасибо. Я слышу тебя. Я помогу тебе. Мы вместе». Если вы нашли что-то полезное в наших разговорах, поделитесь в комментариях. Расскажите, что помогает именно вам. Поддержите других. Ведь даже простое «мне тоже знакомо это чувство» уже дает тепло. И если вы хотите получать больше таких спокойных бесед, полезных советов, душевных разговоров, не забудьте подписаться на канал. Поставьте лайк, чтобы я знала, что вы со мной. А главное, живите с сердцем. Не только физиологически, а по-настоящему. С открытостью, с добром, с теплом. Вы нужны этому миру. Ваш опыт, ваши глаза, ваша доброта бесценны. И пусть ваше сердце знает, оно в безопасности. Оно дома, оно услышано. Спокойной вам ночи. И доброго утра. Сегодня, завтра, всегда.